Вы когда-нибудь чувствовали молчаливое напряжение перед тем, как произойдет чудо? Тишина перед тем, как скрипнет дверь, открывающаяся в царство, которого вы никогда не знали, где долги списаны, шкафы полны и достоинство восстановлено. Я Господь Бог ваш, и говорю теперь не загадками, а ясно, уверенно, повелительно. Я объявляю это вашему духу сегодня. Повторите один раз и никому не говорите, вы заработали много денег. Ибо я, Господь, сказал это. Не напрасно, не как насмешка, а как указ, выкованный в огне моих вечных обетований. Послушай, возлюбленное дитя, ведь то, что я скажу сейчас, определит твою позицию в грядущие дни. То, что я открываю, не случайно. Это святая тайна для смиренных, тайна для благоговейных. Грядущее изобилие, да, даже когда вы слышите мой голос, не должно хвастаться, не выставлять на показ и не кричать на улицах. Почему? Потому что то, что я собираюсь высвободить в вашей жизни, будет настолько необычным, таким божественным, настолько разительно противоположным вашему нынешнему состоянию, что, если вы заговорите слишком рано, вы можете прервать то, что я рождаю. Вы, кто почувствовал боль от недостаточности, бремя необходимости прожить неделю, смущения и извинений, когда наступил срок оплаты арендной платы, это слово для вас. Вы, кто задавался вопросом, вижу ли я вас, слышу ли я дрожащие крики за вашими закрытыми дверями, я отвечаю сейчас: да, я вижу. Да, я знаю. И да, я переезжаю. Но вы должны внимательно слушать. Итак, послушайте, Бог послал меня сказать вам кое-что сегодня. Слово, которое, если вы дослушаете его до конца, активирует необратимые изменения в вашей финансовой жизни. Это не мотивация. Это откровение. Это божественное наставление. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Этот момент священный. Этот момент является поворотным моментом в вашей жизни. Небеса теперь открыты над вами не теоретически, а на самом деле. Есть ангелы, которым поручено передавать то, что я собираюсь привнести в вашу жизнь. Они расположены, готовы выполнить то, что я прикажу. И я еще раз постановляю, повтори один раз то, что я тебе говорю, и никому не говори, ты заработал много денег. Понимаешь ли ты тяжесть послушания? Послушание, которое происходит тихо, но убежденно. Тот, который доверяет, не объявляя об этом. Потому что то, что я даю, предназначено не для удовлетворения вашего эго, а для достижения вашей цели. Процветание, попадающее в ваши руки, нужно не выставлять на показ, а сохранять. Ты будешь управителем тайн, носителем божественной валюты, живым храмом моего изобилия. Но только если ты молча доверяешь мне. Вы громко говорили о своей боли, и это справедливо. Крики голода, страха, беспокойства по поводу счетов, сломанных машин и пустых холодильников отозвались эхом в вашем духе, и я слышал каждый слог. Ни одна слеза не была потрачена зря. Но теперь твое молчание будет твоим щитом. Ваше благоразумие будет вашей защитой. Скажите это один раз в знак согласия, и тогда пусть это эхом отзовется на небесах, а не в коридорах сплетен и гордости. Повторите это один раз: я заработал много денег. Шепните это в духовную сферу. Позвольте воздуху нести это, позвольте ангелам зафиксировать это, позвольте вашей вере запечатлеть это. А потом никому не говори. Еще нет. Даже самые близкие. Ибо я делаю что-то тайное, чтобы вознаградить тебя открыто. Это божественный парадокс. Я скрываю тебя в недостатке, чтобы я мог раскрыть тебя в изобилии. Я маскирую тебя в борьбе, чтобы я мог продемонстрировать свою славу в твоем прорыве. Если вы говорите преждевременно, вы подвергаете семя ветру.
Но если ты промолчишь в доверии, я соберу урожай сполна. Помните Гедеона? Я сказал ему: иди, сколько у тебя есть сил. Я сократил его армию, чтобы победа была достигнута не численностью, а послушанием. Я также совершенствую ваше окружение. Я приглушаю шум, чтобы ваша вера могла возрасти. Я убираю отвлекающие факторы, чтобы приумножить благословение. Не бойтесь тишины, это моя стратегия. Пока вы ждете, вы наблюдаете, как другие побеждают. Вы молились в то время, как другие, кажется, преуспевают. Но я говорю вам сейчас, их шум не является вашим подтверждением. Ваше тихое послушание будет вашим венцом. Потому что сделано со мною тайно, всегда вознаграждается при свете. Сейчас не время для выступлений, это сезон точности. Скажите это один раз с верой и благоговением: я заработал много денег. А затем запечатайте губы. Ибо это от Господа, и есть дивно в очах ваших. Теперь слушай внимательно, я покажу тебе корень твоей нынешней боли. Я раскрою, почему цикл бедности кажется таким постоянным. И я начну его раскручивать на ваших глазах. Но сначала я должен разрушить чары общественного одобрения. Вы искали аплодисментов в середине процесса строительства, но мое наставление таково: стройте в тишине, поднимайтесь в тишине, получайте в тишине. И когда придет время, я открою тебе это без всякого сомнения. Вы не разорены, вы строитесь. Вас не забывают, вы укрепляетесь. Я использую это сообщение в этот самый момент, чтобы перенастроить ваше мышление. Вы не должны измерять свое процветание сравнением. Вы должны измерять это моим словом. И слово мое говорит во Второзаконии 28:12: Господь откроет небеса, сокровищницу своей щедрости, чтобы во время посылать дождь на землю твою и благословлять все дела рук твоих. Это ваш сезон. Это твой дождь. Это ваша награда. Но еще раз говорю, никому не говорите. Потому что ваше откровение должно предшествовать вашему признанию. Я шепчу тебе сейчас, как я говорил с Илией на горе, не в ветре, не в огне, не в землетрясении, а тихим-тихим голосом. Вы должны тренировать свой дух, чтобы слышать меня в тишине. Потому что, когда богатство начнет течь, а оно будет течь, вы уже должны быть обучены смирению и управлению. Я не буду благословлять вас за пределами вашего характера. Я не отпущу положения, в которых все еще царит гордость. Итак, я учу вас сейчас с любовью и истиной. Скажи это один раз, а потом оставь это в покое. Потому что я наблюдаю. Я тестирую. Я приготовлю перед тобой стол и помажу твою голову маслом. Ваша чаша переполнится, но ваш рот должен оставаться настороже. Готовы ли вы подчиниться? Не просто услышать, а услышать. Следующим шагом на вашем пути будет не публичное объявление, а частное согласование. Направьте свои мысли на изобилие. Согласуйте свои исповедания с небесным домостроительством. Говорите один раз, говорите с верой. Затем идите молча. В этом тайна внезапного богатства. Это ворота, через которые могут пройти только верующие. И ты, дитя мое, стоишь у этих ворот. Я вручаю тебе ключ. Это ключ к послушанию, доверию и осмотрительности. Ты повернешь его. Ветер меняется. Духовный климат вокруг вас разрывается. Небесная сокровищница зарегистрировала ваше дело. Но ваш следующий шаг определяет результат. Не советуйтесь с плотью. Не спрашивайте разрешения у людей, которые никогда не ступали в богатство королевства.
Скажи это один раз, держите это в секрете. Тогда приготовьтесь увидеть то, чего вы никогда не видели. Я встречу тебя в тайном месте. Я поведу вас в земли, которые вы не покупали, в урожай, который вы не сеяли, в дома, которые вы не строили. Но сначала я должен найти тебя верным в тайне. Верный в смирении. Верный в доверии. Следующие 59 минут покажут больше. Но прямо сейчас скажи это. Я заработал много денег. Скажите это не с гордостью, а с пророчеством. А потом молчи. Потому что я собираюсь сделать то, чего не видели глаза, не слышали уши и не предполагали сердце. И это начинается сейчас. Я вижу это. Я вижу усталость за твоей улыбкой. Я вижу неоткрытые купюры на твоем столе. Я вижу молитвы, о которых ты молился, но никогда никому не рассказывал. Вы входите в комнаты с высоко поднятой головой, но с унылым духом. Ты смеешься среди друзей, но плачешь за закрытыми дверями. Я все это вижу. Я все это слышу. И я, Господь, Бог твой, пришел сказать тебе: ты никогда не был предназначен для того, чтобы нести бедность. Это никогда не было вашим наследством. Это никогда не было твоей судьбой. Это никогда не был тот план, который я написал на твою жизнь. Циклы, которые вы пережили, ограничения, которые вы терпели, устойчивость, которую вы приняли за выживание, сейчас я отдергиваю их, как занавес на сцене. Я хочу, чтобы вы увидели, что происходит в тени вашей жизни. Потому что пока вы не признаете это, вы не сможете его упрекнуть. Пока вы не вызовете его, вы не сможете его отбросить. Бедность – это не просто отсутствие денег. Бедность – это образ мышления. Бедность – это духовный туман, который притупляет ваши ожидания и приглушает ваши молитвы. Это убеждает вас принять ровно столько, сколько я обещал. Это обманывает вас, заставляя думать, что вы должны работать до изнеможения, чтобы заслужить то, что я уже дал по благодати. Вы не созданы для погони за деньгами. Вы были созданы, чтобы нести мою славу. А где пребывает моя слава, следует обеспечение. Но враг с детства шептал тебе на ухо: много никогда не бывает. Вы видели это у себя дома. Возможно, ваши родители спорили из-за финансов. Возможно, вы наблюдали, как еда растягивается в течение нескольких дней, и носили подержанную одежду, пока не разошлись швы. Возможно, вы рано научились приравнивать любовь к недостатку, а веру к разочарованию. Но я, Отец твой, говорю ныне, эти дни прошли. То, что вы испытали, не было моей волей, это была война. Дьявол не боится вашего комфорта. Он боится твоего призвания. Он боится того, что вы могли бы сделать, если бы не беспокоились о том, как выжить. Он боится того, что вы могли бы построить, если бы больше не были связаны бюджетом. Поэтому он посеял дефицит глубоко в вашей почве, надеясь, что он задушит ваши мечты, прежде чем они смогут расцвести. Но я садовник. Я искореняю то, что сажает враг. Я разрушаю каждую ложь, которая говорит, что вы никогда не будете иметь больше, никогда не подниметесь, никогда не будете владеть, никогда не будете руководить, никогда не будете давать взаймы. Вы созданы давать взаймы, а не брать взаймы. Вы созданы для того, чтобы владеть, а не арендовать. Вы созданы, чтобы править, а не просто существовать. И все же так много моих детей связаны. Связан страхом успеха. Связаны травмой поколений. Связаны плохой теологией, которая утверждает, что быть духовным значит быть бедным. Услышьте меня сейчас, бедность – это не благочестие. Недостаток – это не святость.
Дефицит – это не освящение. Аврааму не хватало. Нет. Я сделал его богатым скотом, серебром и золотом. Давид умер от голода. Нет. Я возвел его с поля на трон. Соломон просил. Нет. Я сделал его самым богатым королем, который когда-либо жил. Даже Иисус, хотя и жил просто, ни в чем не испытывал недостатка, когда ходил по моей воле. Его служение финансировалось. Его потребности были удовлетворены. И давшие ему получили с избытком. Так почему же ты принял то, что я никогда не назначал? Почему ты согласился с ярлыком врага, когда я назвал тебя благословенным? Посмотрите на свою жизнь сейчас. Будьте честны. Вы отдавали десятину, вы молились, вы постились. Но что-то все еще кажется заблокированным. Плотину не прорвало. Потоп не наступил. Вы получаете прорывы, но они кратковременны. Вы получаете бонусы, но они исчезают. Вы получаете помощь, но она непоследовательна. Это не случайно, это духовно. Вы боретесь с системой нехватки, которая обернулась вокруг вашей личности. Но сейчас я разряжаю это мечом моего слова. Я отбрасываю ложь. Я обнажаю корни. Потому что свобода начинается в истине. И вот правда, я не создал тебя для страданий. Я создал тебя для мастерства. Ваши счета не являются вашей личностью. Ваш кредитный рейтинг не ваша судьба. Ваш овердрафт – это не ваше будущее. Я уже видел дом, которым ты будешь владеть. Я уже рассказал о бизнесе, который вы построите. Я уже опубликовал контракты с вашим именем. Но сначала я должен освободить твой разум. Пока вы думаете как нищий, вы не сможете жить как король. Так что я буду сидеть с тобой в этой боли. Я буду плакать вместе с тобой в те ночи, когда ты почти сдался. Я исцелю в тебе те места, которых не могут коснуться деньги, потому что само по себе богатство – это не ответ. Мое присутствие. Но мое присутствие приносит процветание. Не всегда мгновенно, не всегда зримо, но всегда непременно. Сейчас я меняю вашу точку зрения. Эту работу, которую ты ненавидишь, я буду использовать в качестве семени. Тот долг, которого вы боитесь, я буду использовать его как свидетельство. Тот землевладелец, который издевается над тобой, я буду использовать его как свидетеля, когда ты купишь свою землю. Ничто не пропадает даром, когда оно попадает в мои руки. Но вы должны отказаться от горечи. Вы должны подавить зависть. Перестаньте пролистывать жизни, которые, по вашему мнению, лучше вашей. Перестаньте думать, что я благословляю других и пропускаю вас. Вас не забывают, вас любят. Вас не игнорируют, вы рукоположены. То, что я готовлю для тебя, требует уединения, а не всеобщего внимания. Это требует дисциплины, а не драмы. Это требует ясности, а не путаницы. И поэтому я еще раз говорю, повторите это один раз, а затем молчите. Не объявляйте об этом. Не доказывайте это. Не публикуйте это. Позвольте мне доказать это. Вы доверяете мне. Достаточно ли вы доверяете мне, чтобы поверить, что дни ваших финансовых затруднений подходят к концу? Достаточно ли ты доверяешь мне, чтобы уйти от страха и прийти к вере? Достаточно ли вы доверяете мне, чтобы ослабить контроль и позволить мне взять на себя управление вашими финансами? Если да, то скажите это еще раз, молча, в своем духе: я заработал много денег. Скажите это не как фантазию, а как веру. Скажите это не как желание,
а как поклонение. Потому что богатство – это не только цифры. Речь идет о доминировании. Когда я процветаю вам, я процветаю и вашим детям, детям ваших детей, всей вашей родословной. Вы – начало перемены. Вы Авраам своего поколения. Через тебя я благословлю народы. Но сначала мы должны выявить внутреннюю бедность. Не только пустой отчет, но и пустые убеждения. Ты не твое воспитание. Вы не статистика. Вы не обречены жить от зарплаты до зарплаты. Я больше, чем твое прошлое. Я глубже твоего долга. Я сильнее твоей борьбы. И я сейчас с тобой. Даже когда я говорю, мой дух шевелится внутри вас. Вы чувствуете напряжение, не так ли? Дискомфорт от избавления от старого себя. Это хорошо. Так начинается трансформация. Я отбрасываю ложные личности. Я обновляю твой разум. Я готовлю ваши руки к получению. Но я также должен подготовить ваше сердце. Потому что деньги в руках разбитой души только умножают боль. Вот почему я отложил благословение, чтобы сначала исцелить тебя. Теперь исцеление началось. Теперь прорыв близок. Теперь ветер меняется. Теперь обещание видно на горизонте. Не удивляйтесь, если ситуация станет неудобной. Иногда мне приходится встряхивать ваше окружение, чтобы нарушить старые договоренности. Мне приходится закрывать двери, чтобы открыть лучшее. Мне нужно осушить реки, чтобы ты последовал за мной к новым ручьям. Вы можете потерять отношения, но обретите откровение. Вы можете потерять возможности, но приобретите послушание. Вы можете потерять комфорт, но обретите ясность. Потому что это больше, чем деньги, это мантия. Мантия богатства. Мантия мудрости. Мантия щедрости. Мантия влияния. Мантия, которая говорит: «Я хожу с Богом, и у меня нет недостатка ни в чем». Вы не просто богатеете. Вы восстанавливаетесь. Вы не просто погашаете долг. Ты разрываешь цепи. Вы не просто вылезаете наружу, вы роете колодцы для других. Боль бедности была реальной. Но обещание процветания больше. Позвольте мне провести вас через долину воспоминаний. Позвольте мне показать вам, как я был там все это время. Позвольте мне искупить то, что было потеряно. Позвольте мне заменить то, что было украдено. Позвольте мне освежить ваш дух. Потому что скоро, очень скоро, вы не узнаете ту версию себя, которая раньше обосновалась. И когда это время придет, вы вспомните этот момент. Вы запомните это слово. Вы запомните эту клятву, повторите это один раз. Не говори никому. Поверьте мне. И я покажу вам, как на самом деле выглядит божественное богатство. Теперь, когда вы прошли долиной истины, теперь, когда корни бедности и лжи о нужде раскрыты, я, Господь, Бог ваш, теперь буду говорить прямо о том, что я собираюсь сделать в вашей жизни. Наклонитесь ближе. Не позволяйте врагу отвлечь этот момент. Оставайся собой, дитя. Молчи внутри. Это святая земля. Ибо то, что я собираюсь выпустить в вашу жизнь, невозможно понять обычными глазами. Это божественные благословения, выкованные в небесных хранилищах, приуроченные именно к этому сезону. Позвольте мне напомнить вам, я не лгу. Я не меняюсь. То, что я заявляю, не может вернуться ко мне тщетным. И я провозгласил это над вашей жизнью, ты будешь процветать. Вы будете процветать. Вы переполнитесь. Не случайно.
не случайно, но по завету. Это не мотивация, это проявление. Я не мотивационный оратор. Я твой Создатель. Я сформировал тебя в утробе твоей матери. Я назначил вас прежде, чем вы успели заговорить. Я выгравировал твое имя на своей ладони. Я знаю твои способности. Я знаю твою судьбу. Я знаю, что ты пережил, и знаю, что тебе причитается. И я говорю это сейчас не как «может быть», а как уверенность. Вы обретете богатство, которое невозможно объяснить. Это придет не только через зарплату, но и через потоки. Не только через работу, но и через чудеса. Не только через спасение, но и через сверхъестественное освобождение. Ибо я не забыл моего слова в Малахии 3 часа 10 минут. «Внесите всю десятину в хранилище, чтобы была пища в доме моем». «Испытайте меня в этом, — говорит Господь Вседержитель, — и посмотрите, не распахну ли я небесные шлюзы и не изолью столько благословений, что не хватит места для их хранения». Вы повиновались. Даже когда у тебя было мало, ты сеял. Даже когда настал срок оплаты аренды, вы отдали. Даже когда это не имело смысла, вы доверяли. И теперь небесные окна не просто трескаются, они широко распахнувшись. Услышьте меня, я поручил ангелам нести ваше обеспечение. Они приходят не с пустыми руками. Они приходят с ресурсами, ответами и связями. Вскоре вы вступите в божественные назначения, которые ни один человек не сможет организовать. Предложения будут появляться из ниоткуда. Клиенты будут преследовать вас. Банки одобряют то, что когда-то было отклонено. Промоакции упадут к вам на колени. Земля будет предложена ниже стоимости. Контракты будут множиться на ваше имя. Но я говорю вам еще раз, не говорите слишком рано. То, что я делаю, священно. То, что я выпускаю, редкость. Вы вступаете в такое благословение, которое требует благоговения. Это богатство, которое заставляет комнаты замолчать. Это благосклонность, которая обращает внимание. Это положение разрывает узы поколений. И все начинается с вашего рта. Повторите один раз: «Я заработал много денег». Скажите это с убеждением. Скажите это со смирением. Скажите это со смелостью ребенка, который знает, что его отец верен. И потом больше ничего не говори. Позвольте мне говорить за вас. Пусть ваши плоды будут вашим доказательством. Пусть ваши результаты говорят громче, чем ваш голос. Вы должны понять природу того, что я даю. Это не просто валюта. Это наследие. Это масло для ваших детей. Это защита от голода. Это позиционирование для влияния. Вы не просто будете богаты, вы будете праведный и богатый. Вы будете ходить в чистоте и процветании. Ты поднимешь других тем, что я дал тебе. Вы будете финансировать министерство. Вы аннулируете долги не только свои, но и чужие. Ты будешь хранилищем, а не решетом. Не бойтесь благословения. Я знаю, что некоторые тебе сказали: слишком большие деньги меняют людей. Что это развращает? Но это не так для того, кто ходит со мной. Я меняю тебя еще до того, как поступят деньги. Сейчас я формирую твое сердце, чтобы, когда твои руки держат богатство, ты не терял свою душу. Я готовлю вас не просто получать, но чтобы царствование. Посмотрите на мое слово. Каждый завет, который я заключил, сопровождался обеспечением. У Ноя был ковчег. У Иосифа были запасы Египта. Моисей покинул Египет с серебром и золотом.
Руф получила богатую родословную. Давид правил силой и обеспечением. Эстер имела доступ к царской казне. У Иисуса было все, что ему было нужно, и тогда, когда ему это было нужно. А ранняя церковь? Им ни в чем не было недостатка. Так зачем вам это делать? Зачем тебе, возлюбленные мои, голодать, когда стол накрыт? Зачем тебе просить милостыню, когда я зову тебя строить? Почему вы должны бояться будущего, когда я держу будущее в своих руках? Поднимите глаза сейчас. Не смотрите на свой текущий банковский счет, смотрите на мое слово. Ибо написано в Псалме 112:3: «Богатство и богатство в домах их, и праведность их пребывает вовек». Это обещание для праведных. Это указ для тех, кто боится меня. И ты, дитя, один из них. Вы можете сказать: «Но, Боже, я еще этого не вижу». А я отвечаю: это потому, что оно все еще формируется. Богатство начинается в невидимом. Оно начинается в духе, прежде чем достигнет ваших рук. Ваша вера – магнит. Ваше послушание – это средство передвижения. Ваша декларация является ключом. Не презирайте маленькие начинания. То, что сейчас кажется маленьким, является зародышем чего-то великого. То, что выглядит как задержка, на самом деле является божественной установкой. Я спрятал тебя не для того, чтобы наказать тебя, а для того, чтобы сохранить тебя. Потому что то, что я собираюсь добавить в вашу жизнь, привлечет взгляды, и не все из них добрые. Вот почему я сказал: повторите это один раз и никому не говорите. Не потому, что я хочу, чтобы ты спрятался, а потому, что я хочу, чтобы ты был мудрым. Пока фундамент не заложен полностью, строение необходимо защищать. Даже сейчас я отпускаю сны во сне. Идеи, стратегии, концепции, продукты, смолы, услуги, книги, бизнес, инвестиции. Вы начнете чувствовать странную энергию, божественную мотивацию. Это мой дух, побуждающий вашу цель. Не тратьте его зря. Запишите это. Спланируйте это. Постройте это. Потому что богатство, которое я посылаю, предназначено для достижения определенной цели. Предоставление следует за видением. Вы не можете заблудиться в богатстве. Вы должны войти в него с намерением. Так что примите это как свою команду, запишите видение и сделайте его ясным. Говори это мне, а не миру. Стройте молча. Двигайтесь по стратегии. И я поддержу тебя силой. Вы узнаете, что это я, потому что то, что я делаю, не будет малым. Это не постепенно, а экспоненциально. Не поддается управлению это чудо. Люди спросят вас: как ты это сделал? И ты будешь улыбаться не потому, что гордишься, а потому, что благодарен. И вы скажете: это от Господа, и дивно это в очах моих. Не забывайте меня, когда это придет. Вот о чем я предупреждал Израиль во Второзаконии 8 часов 18 минут. Помни Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы подтвердить завет свой, который Он клялся предкам твоим, как и сегодня. Вы должны помнить. Помните о десятине. Помните, отдавая. Помните в своих молитвах. Помните в своем совете. Храни меня прежде всего, и я буду хранить тебя благословенным. Это не тот тест, который вы провалите. Это ваш прорыв. Это ваш момент. Это назначенное вами время. Вы ждали достаточно долго. Вы боролись достаточно долго.
Ты плакал достаточно долго. Теперь пришло время. Но пусть это будет тихое извержение. Священное открытие. Священное освобождение. Вы заработали много денег. Вы еще этого не видите, но ваш дух знает это. Небесам это известно. Враг это знает. И теперь я хочу, чтобы ты вел себя так, как будто это правда. Заходите в комнаты, как будто это уже сделано. Принимайте решение так, будто долг уже выплачен. Мечтайте так, будто предел уже снят. Живите так, как будто изобилие уже у вас на коленях. Потому что в духе это так. Я покажу вам, как быть управляющим. Я научу вас инвестировать. Я подберу вам подходящих советников, наставников и партнеров. И я защищу тебя от тех, кто стремится поглотить то, что я дал. Но твоя роль по-прежнему такова. Повторите это один раз. Не говори никому. Поверьте мне. Благословения приходят не каплями, а волнами. Не шепотом, а чудесами. Не в намеках, а в урожаях. И когда шлюзы откроются, мир узнает, это было дело Господа. Дай мне знать, когда будешь готов к части 4, где я вовлеку вас в момент максимального помазания, открою божественное время и раскрою точные инструкции для дней, непосредственно перед вашим избытком. В каждом путешествии есть момент, когда путь начинает обретать форму, когда облако отчаяния уступает место направлению. И для тебя, любимое дитя, этот момент настал сейчас. Вы услышали крик Духа. Вы пережили долгую ночь. Теперь рассвет приходит с откровением. Бог не говорит напрасно. Когда Он повелевает тебе, повтори это один раз и никому не говори, Он не дает вам суеверий. Он дает вам стратегию. Вы стоите на пороге сверхъестественного процветания не мимолетного человеческого богатства, а неприходящего изобилия небес. И это изобилие приходит не шумом, не фанфарами, не криками на крышах, а священным послушанием. Сила одного слова не стоит недооценивать силу сказанного шепотом слова в сфере духа. Бог сказал: «Да будет свет», и свет разрушил тишину пустоты. Одно слово, сказанное в соответствии с божественным наставлением, может поколебать самые основы бедности. Одно слово, повторенное с верой, может послать волну в вечные активирующие двери, о существовании которых вы даже не подозревали. В тишине твоего духа я призываю тебя сейчас повторить то, что я говорил. Сделайте это один раз. Не дважды. Не для производительности, но в знак того, что вы доверяете мне. Проговорите это: я связан с богатством небес. Вот и все. Один раз. И не более того. Не потому, что тебя заставляют молчать, а потому, что тайное принадлежит Господу. И в твоем молчании я работаю. В твоем тихом послушании я перестраиваю небеса ради тебя. Вам не нужно трубить о своей вере, чтобы вас заметили. Ибо я, Господь Бог твой, уже заметил тебя. Скрытый путь к переполнению вы задаетесь вопросом: почему я прошу вас никому не говорить? Вы задаетесь вопросом: почему это богатство должно прийти молча? Потому что семя, которое растет тайно, становится самым сильным деревом. Когда враг не знает, где посажено благословение, он не может вырвать его с корнем. Когда люди не знают, что я делаю, они не могут вмешиваться в мой процесс. Вспомни Джозефа. Я подарил ему мечты, а он слишком рано поделился ими. Ненависть его братьев превратилась в яму. Но даже в яме я был там. Даже в тюрьме я его готовил. Если бы он промолчал, дорога, возможно,
выглядело бы иначе, но моя воля все равно восторжествовала бы. Но ты, дитя, ты теперь мудрее. Вы прошли через свои ямы. И теперь я прошу вас, не совершайте той же ошибки. Не делитесь маслом, пока оно еще наливается. Позвольте мне закончить то, что я начал. Позвольте мне благословить вас в тишине. А когда чаша наполнится, тогда и будешь знать, как наливать. Послушание лучше объяснений, необходимость объяснять, оправдывать, расписывать каждый шаг – это язык мира. Но я твой пастырь. Я веду тебя по тихой воде. Я восстанавливаю твою душу. Когда я благословлю тебя, мир не поймет. Но они не предназначены для понимания вашего послушания. В естественном мире мужчины говорят, чтобы их увидели. В духовном мире величайшая сила часто течет в тайне. Иисус часто исцелял и говорил: «Никому не говори». Не потому, что чудеса не были реальными, а потому, что время откровения решает все. Сейчас я учу вас дисциплине божественного расчета времени. Ваше молчание – это не слабость, это стратегия. Это честь. Это щит, который защищает чудо в процессе его формирования. Говори, когда я говорю тебе говорить. А до тех пор ходи смиренно со своим приростом. Управление тем, чего вы еще не видите, я знаю, что вы задаетесь вопросом, как я могу распорядиться богатством, которого еще не видел. Как мне удержать то, что не проявилось? Послушай, дитя, вера – это свидетельство невидимого. Вы не ждете, пока увидите деньги, чтобы поверить, что они есть. Вы начинаете ходить, как человек, у которого это есть. Думая, как тот, кто владеет им, планируйте, как тот, кто этим управляет. Если бы вы были богаты сегодня, как бы вы себя вели? Начните там, потому что богатство уже закреплено за вами. Единственная задержка – это восприятие. Вы были благословлены всеми духовными благословениями в небесных местах, но вы еще не поверили этому. И теперь, когда вы это сделаете, начнется освобождение. Речь идет не о том, чтобы стать богатым, а о том, чтобы ходить праведно. Не путайте этот момент с мирской погоней за богатством. Я не готовлю вас быть рабом денег. Я готовлю тебя стать управителем царства. Речь идет о богатстве с целью. Деньги с миссией. Обеспечение, которое подпитывает видение, которое я дал вам. Вы не будете копить. Не будешь хвалиться. Вы не будете жить, чтобы вас хвалили. Но ты построишь. Вы восстановите. Вы будете нанимать других. Вы выкупите утраченные земли. Вы исцелите поколение тем изобилием, которое я вручаю вам. И именно поэтому я прошу вас сделать это по-другому. Одно слово. Один момент. Одна тихая вера. Потому что путь наверх в королевстве всегда ведет вниз. Смирение прежде всего. Слава вторая. Ваш голос открыл дверь, теперь пусть ваше молчание защитит ее, когда вы произнесли слово, которое я вам дал. Я связан с богатством небес, вы открыли духовные врата. Не продолжайте говорить после того, как дверь открылась. Не привлекайте внимание к воротам, когда они раскачиваются. Пусть врата останутся скрытыми. Пусть благословение льется. Подобно манне в пустыне, запас, который я посылаю, будет ежедневным. Оно будет свежим. Этого будет достаточно на каждый момент. И если вы примете это с благодарностью и смирением, придет еще больше. Пока ваши хранилища не переполнятся. Пока ваши амбары не лопнут. Пока народы не придут и не спросят вас, как это произошло. И когда они спросят, вы не скажете:
это была моя стратегия. Вы не скажете, это была моя сеть. Вы скажете, это от Господа, и дивно это в очах наших. Прогресс начался, вы больше не ждете. Вы прогрессируете. Вы двигаетесь. С каждым вздохом вы настраиваетесь на высшую цель. Больше не просить, а строить. Уже не умоляю, а хвалю. Больше не спрашивая когда, потому что ты знаешь, что время пришло. Это та часть вашей истории, где начинает набираться импульс. Где ваша вера становится топливом. Где ты уже не просто веришь в богатство, а становишься его носителем. Прогресс не всегда заметен. Но это реально. Каждый раз, когда вы говорите «нет» страху и «да» вере, вы прогрессируете. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь желанию публиковать сообщения ради аплодисментов и вместо этого молитесь за наставление, вы прогрессируете. Каждый раз, когда вы позволяете Духу управлять вашими финансами, а не плати, вы прогрессируете. Это ваш сезон становления, вы становитесь тем, кем вам всегда было предназначено быть. Не заемщик, а кредитор. Не тот, кто просит милостыню у дверей, а тот, кто владеет домом. Не тот, кто вопиет о нужде, а тот, кто повелевает небесными шлюзами. Вы ждали достаточно долго. Вы верили достаточно долго. И вот, одним тихим словом, вы активировали необратимый процесс. Такой процесс, который невозможно отменить. Потому что, когда Бог что-то начинает, Он это заканчивает. В заключение, идите уверенно, а не шумно. Итак, вот еще раз ваша инструкция. Скажите это один раз, верьте этому всем своим сердцем. Тогда больше ничего не говори. Пусть ваше молчание будет вашим оружием. Пусть ваше смирение будет вашим щитом. Пусть ваше послушание станет вашим свидетельством. Когда придет богатство, а оно придет, не поддавайтесь искушению хвастаться. Не чувствуйте необходимости объяснять. Просто поблагодарите меня. Похвалите меня. И используй то, что я даю тебе, для царства. Потому что того, кто верен в малом, я поставлю правителем над многим. Вот как это начинается. Тайна. В тишине. В вере. Вы сейчас в движении. Вы находитесь в божественном развитии. Вы находитесь на пути к исполнению каждого обещания. Не останавливайся сейчас. Повторить. Полагать. Тогда молчи. И посмотрите, что я сделаю дальше. Возлюбленные, разве вы еще не осознаете этого? Я выбрал тебя. Не из-за твоей силы. Не из-за твоих связей. Не из-за твоего богатства. Но из-за вашей готовности верить мне во тьме. Потому что, когда другие смеялись, ты все равно молился. Когда другие сомневались, вы все еще надеялись. Ты прошел долиной уничижения, и все же глаза твои смотрели на меня. Сейчас я подниму тебя. Не ради аплодисментов. Не для галочки. Но потому, что я возвестил слово о вашей жизни, и слово мое не возвращается ко мне тщетным. Он выполняет то, для чего я его посылаю. Оно преодолевает барьеры. Это устраняет задержку. Оно открывает двери, которые ни один человек не может закрыть. Ты тот, кого я призвал в такое время. Я скрыл твое величие под слоями безвестности. Я скрыл твою славу не потому, что ты был забыт, а потому, что я готовил сцену, слишком великую, чтобы глаза человеческие могли преждевременно испортить ее. И теперь моя слава почиет на тебе не для украшения, а для демонстрации. Благословение, которое невозможно измерить, будьте готовы к благословению, которое превосходит то, о чем вы просили.
Вы молились о достаточном количестве. Чтобы выжить, я посылаю более чем достаточно, чтобы создать наследие. Вы просили стабильности, я даю вам власть. Вы попросили погасить долг, я передаю вам право собственности. Вы просили мира, я наполняю вашу жизнь миром, радостью и божественным благоволением. Разве я не сказал в Малахии 3 часа 10 минут? Я изолью такое великое благословение, что вам не хватит места, чтобы его принять. Это слово не было метафорой. Это слово не было поэтическим. Это слово сейчас. Бескомнатные благословения, переполняющие изобилие. Такой рост, который переопределяет то, как вы видите себя. Не потому, что ты это заслужил, а потому, что ты доверял мне, когда для этого не было причин. Моя благосклонность найдет тебя, услышьте меня ясно сейчас. Моя милость заключается в том, чтобы найти вас. Вам не нужно гоняться за ним. Вам не нужно силой пробиваться внутрь. То, что я написал своим перстом на временной шкале вашей жизни, не сможет стереть ни один человек. Двери, которые казались закрытыми, возможности, ускользнувшие из ваших рук, ресурсы, которые иссякли, они никогда не были последней главой. То, что произойдет, не будет иметь смысла в естественном мире. У вас не будет учетных данных. У вас не будет резюме. У вас не будет поддержки. Но что ты воля есть моя рука. И этого достаточно. Я открою возможности в неожиданных местах. Я отправлю провизию через неожиданных людей. Я заставлю реки течь в пустынях. Я проложу дороги через пустыню. И вы узнаете, что дело было не в системе, а в Спасителе. Дело было не в суете, а в святом. Обещание защиты и сохранения. Я не только благословлю тебя, я защищу тебя. То, что я вливаю в твою жизнь, ни один вор не украдет. Никакая саранча не сожрет. Никакая чума не коснется. Ради тебя я упрекну пожирателя. Я расставлю ангелов вокруг твоего роста. Я сохраню твое процветание, пока ты ходишь в страхе Господнем. Это богатство придет не для того, чтобы уничтожить вас, а для того, чтобы возвысить вас. Вы видели, как многие взлетали и падали, потому что их фундамент был построен на песке. Но я заложил твое основание в камне. Я посадил тебя у потоков живой воды. Вы не засохнете во время засухи. Ваши листья останутся зелеными. Ваши плоды не пропадут. Обещания, написанные в вечности, позвольте мне напомнить вам о моих обещаниях, запечатленных не в попутных ветрах, а высеченных в вечности. Звездочка Второзаконие 8 часов 18 минут. Но помни Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Звездочка Притчи 10 часов 22 минуты. Благословение Господне обогащает, и Он не прибавляет с ним печали. Звездочка Псалом 1, 3. Он будет подобен дереву, посаженному при потоках вод, во всем, что он не сделает, будет успешен. Звездочка Исаия 45, 3. Я дам тебе скрытые сокровища, богатства, хранящиеся в тайных местах. Это не просто стихи. Это приговоры, указы, контракты, скрепленные духом. И я не отменяю того, что написал. Я не нарушаю завет. То, что я сказал, что сделаю, я сделаю. Богатство, которое прославляет меня, богатство, которое я выпускаю в вашу жизнь, предназначено не только для вас, оно предназначено для моей славы. Каждый доллар, каждая сделка, каждое увеличение – это семя моего царства, посеянное вашим послушанием. Вы построите больницы, где дети будут лечиться бесплатно. Вы восстановите разрушенные кварталы. Вы будете финансировать министерства, которые когда-то умоляли остаться открытыми.
Ты станешь ответом на чужую молитву, потому что я сделал тебя проводником божественного обеспечения. Вы не будете резервуаром. Ты будешь рекой. И чем больше ты отпустишь, тем больше я налью. Это экономика небес. Это закон моего изобилия. Вы больше не ждете урожая. Вы идете в нем. Вы исполнение пророчества, до вас были люди, которые молились об этом моменте. Поколения, которые просили то, что вы сейчас носите. И теперь я решил воплотить это в жизнь. Твой жизнь. Вы не просто получаете благословение, вы становитесь пророческим исполнением. Когда другие говорили, что с кем-то вроде тебя этого не может случиться, я улыбался. Потому что мне нравится поднимать смиренных. Мне доставляет удовольствие сбивать с толку мудрецов. Мне нравится превозносить смиренных. Вы здесь не случайно. Вам не повезло. Вы идете в пророчестве. Каждый запоздалый ответ превращается в наводнение. Каждая отвергнутая возможность была просто подготовкой к божественному проявлению. Каждое «нет» готовило путь моему «да». И теперь это «да» эхом разносится по небесным залам и звучит в вашей жизни. Ваша семья вкусит это благословение, это не личное благословение. Это обещание поколений. Ваши дети будут ходить в этом. Ваша семья изменится. Ваша семейная линия сейчас переписывается. То, что было родословной бедности, становится линией цели. То, что было примером нехватки, становится свидетельством наследия. То, что было проклято, теперь скрыто. То, что было потеряно, теперь восстановлено. Я, Господь, кладу мое имя на вашу семью. Я разрываю циклы, которые мучили тебя. Я освобождаю наследство там, где было только выживание. Ваши дети не будут бороться так, как вы. Они будут есть плоды с деревьев, которые ты посадил в слезах. Это не конец, это раскрытие, не думайте, что это пик. Это только начало. То, что вы видите сейчас, это грань того, что я собираюсь раскрыть. Я расширю твою территорию. Я удлиню твои веревки. Я расширю вашу веру и буду идти навстречу вам на каждом этапе пути. Вы не пойдете назад. Вы не будете сокращаться. Ты не потеряешь то, что я дал тебе. Потому что то, что я даю, я защищаю. И что говорю, то и исполняю. Вы вступили в сезон завета. Сверхъестественная эпоха. Время явленного обещания. И все, что я просил у тебя, это повтори один раз и никому не говори. Потому что в этом послушании вы открыли то, о чем молились поколения. Ты стал сосудом моего изобилия. Вы активировали божественное движение. И теперь это невозможно остановить. Благословение Господне на вас примите это сейчас не с тревогой, не с исполнением, а с миром. Не нужно гоняться за тем, что уже преследует вас. Благословение на вас. Оно настигнет вас. Это вас удивит. Он найдет вас в тихих местах, в скромных уголках, в самые маленькие моменты. Вам не нужно будет этим манипулировать. Вам не нужно будет его рекламировать. Вам не нужно будет это рекламировать. Вы просто будете в нем жить. А другие увидят славу и скажут: воистину, Бог с ними. И в этот момент вся слава вернется ко мне. Ибо я Господь, Бог твой. Я сделал это. Я благословил тебя. И я буду продолжать благословлять тебя, пока ты продолжаешь идти со мной. Дитя мое, ты шел со мной сквозь тени. Вы пережили ночи, когда казалось, что тишина ваших молитв отзывается эхом без ответа.
Вы двинулись вперед, когда другие сдались. И теперь вы достигли священного перекрестка, где божественное наставление встречается с божественным проявлением. Вы выполнили команду «Повторите 1 раз, никому не говори». И благодаря вашему послушанию небеса теперь открыты над вашей жизнью. Моя рука уже двинулась, и вы вступаете в реальность, сформированную не вашим трудом, а моим словом. Вы не одиноки в этом. Я, Господь, Бог твой, с тобой. И я буду с вами не только для того, чтобы начать это путешествие, но и для того, чтобы довести его до завершения. Это не проявление благосклонности. Это пламя, которое не погаснет. То, что я зажигаю, я поддерживаю. То, что я благословляю, я защищаю. То, что я начинаю тайно, я заканчиваю со славой. Речь никогда не шла о деньгах, речь шла о вере, поймите теперь. Указание хранить молчание не касалось секретности ради секретности. Речь шла о построении крепости вокруг вашей веры. Речь шла о том, чтобы научиться доверять мне в невидимом, получать от меня без аплодисментов, входить в уже приготовленные для вас комнаты, не объявляя о вашем прибытии. Да, деньги придут. Но что еще более важно, ваше мышление сместился. Твой дух повзрослел. Ты больше не нищий, просящий у моих ворот. Ты, мое дитя, наследник царства, восседающий на небесах со Христом Иисусом. Вам не нужно доказывать себя. Вам не нужно объяснять свою благосклонность. Вы просто входите в Него. Деньги в моей руке – это инструмент. И вы теперь являетесь инструментом в моей руке. Не ради коррупции, а ради влияния на царство. Не ради славы, а ради плодотворности. Вы будете использовать это изобилие, чтобы разорвать цепи, открыть двери, благословить сломленных, поднять забытое. Вы будете известны не своим богатством, а своей мудростью. Не ради твоего имущества, а ради твоего покоя. Вы будете идти со спокойной уверенностью, не позволяйте гордыне закрасться. Не позволяйте шепоту толпы заменить шепот моего духа. Не тратьте свои дни, пытаясь быть понятыми теми, кого никогда не звали идти с вами. Это благословение между мной и вами. И если вам нужно что-то сказать, пусть ваши слова будут немногими, а ваша благодарность громкой. Пусть ваше смирение будет вашим знаменем. Пусть ваше молчание говорит громче, чем ваши победы. Потому что я научил тебя редкой вещи, силе спокойного послушания. Вы вступаете в то время, когда другие будут спрашивать, как это произошло. И ты улыбнешься не из тайны, а из священного благоговения. Ни один мужчина не может претендовать на то, что я делаю в вашей жизни. То, что я сообщаю вам, никто не сможет объяснить. Вы просто скажете: это была рука Божия. Ваше будущее уже написано, не бойтесь того, что впереди. Я иду перед тобой. Я уже написал твои дни. Я нанес на карту местность. Я приготовил провизию на каждую милю твоего пути. Когда вы достигнете перекрестка, мой дух прошепчет: вот путь, идите по нему. Я дам тебе мудрость не по годам. Стратегии, которые ставят в тупик экспертов. Отношения, которые открывают двери влияния и целей. Вам не придется выпрашивать комнаты, чтобы войти, вас позовут. Вам не придется толпиться на пути к успеху, я посажу вас за столы, где ваш голос будет иметь вес. И когда вы приедете, вы не забудете путь. Вы не потеряете из виду пустыню, по которой прошли. Потому что эта пустыня воспитала в вас смирение, которое поддержит вас в сборе урожая. Это благословение поколения, я благословляю вас не только на этот момент. Я благословляю вас на многие поколения. Ваши дети будут ходить в этой благодати.
Ваши внуки унаследуют то, что я строю в вас сегодня. И они будут отмечены не шрамами бедности, но знамениями моего завета. Так начинается наследие. Не неожиданностью, а словом. И вы повиновались слову. Вас не нужно было убеждать. Вы не требовали знаков. Вы просто подчинились. И это послушание разрушило проклятие поколений. Это послушание изменило всю вашу родословную. Ты, Моисей, в своей семье. Вы вырвались из Египта. Вы ведете поколение к обещанию. Вы оставляете пустыню позади. Вы вступаете в землю, текущую молоком и медом. Возвращайся ко мне ежедневно, не позволяйте своему успеху увести вас от моего присутствия. Богатство без поклонения становится бременем. Процветание без молитвы становится ядом. Я дал тебе это, чтобы приблизить тебя, а не отдалить. Пусть каждый доллар напоминает вам о вашей зависимости от меня. Пусть каждое увеличение вернет вас к моему алтарю. Вы узнаете меня не только как кормильца, но и как отца. Не только как чудотворец, но и как друг. Наши отношения будут углубляться благодаря вашему благословению. Потому что вы будете искать меня не просто в отчаянии, но и с преданностью. Не только в нужде, но и в любви.